Привет, мои милые друзья и уважаемые зрители канала! В этом видео будем готовить очень вкусные бисквитные капкейки, используя мягкое и нежное шоколадное бисквитное тесто. Капкейки или по-нашему кексы – это не что иное, как маленькие круглые пироги или торты размером с чайную чашку. Его буквальное название – чашечный торт. Это сладкие десерты, которые пекут из теста для тортов, их часто покрывают сахарной глазурью. В начале 19 века кексы выпекали в обыкновенных чашках. В зависимости от размера используемой чашки и получался капкейк или кекс. Сначала приготовим классическое бисквитное тесто для шоколадных капкейков. Понадобятся яйца, сахар, мука и какао-порошок. Это все. Вы можете использовать практически любой рецепт торта или бисквита для выпечки капкейков. Сначала разделим яйца на желтки и белки. Традиция печь капкейки на домашней кухне пришла к нам из Англии. Английские кексы традиционно меньше по размеру, чем американские, их редко покрывают сложной глазурью. Американские капкейки обычно готовили, используя для измерения объема чашку стандартного размера, не взвешивая. В американском, английском кулинарном и кондитерском деле и сегодня пользуются дозированием ингредиентов с помощью чашки a cup of. Чаще такие капкейки выпекали в формах, а не в чашках. Если анализировать рецепты традиционных капкейков, то в них было, как правило, меньше сдобы, чем в бисквитах. Хозяйки ложили обычно вдвое меньше масла и яиц, чем бисквитный пирог. По названию пирога можно было определить, взвешивались ингредиенты для рецепта или измерялись с помощью чашки. Если название cupcake, значит измеряли с помощью чашки. Если pound cake, фунтовый пирог, значит использовали взвешивание, считали в фунтах. Теперь взобьем яичные желтки с половиной количества сахара по рецепту. Следующий этап – взбивание яичных белков с оставшимся количеством сахара. Взбиваем примерно 4-5 минут. Сахар вводим в несколько приемов, чтобы он полностью растворился в яичном белке. Как только белки взбиты, можно соединять белки и желтки и вводить заранее просеянную муку порциями в 3 приема, чтобы не отсоединить взбитые белки.
Для шоколадных капкейков я часть муки по рецепту заменила на какао-порошок. Его тоже надо просеять, чтобы не было комков в легком бисквитном шоколадном тесте для капкейков. Теперь аккуратно смешаем все ингредиенты, чтобы получилось воздушное шоколадное бисквитное тесто. Здесь важно встряхивать сыпучие продукты лопаткой во время замешивания теста, чтобы они равномерно распределились и не осели на одной емкости для замешивания. Бисквитное тесто для шоколадных капкейков готово. Распределим его по формам для выпечки. С помощью деревянной шпажки разровняем тесто в форме и поставим выпекаться. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов Цельсия. Время выпечки кексов 8-10 минут. Как только капкейки зарумянятся, их можно доставать из духовки. Наши шоколадные капкейки или шоколадные кексы готовы. В этом рецепте я не использовала разрыхлители, как это обычно бывает с кексами или американскими маффинами. А все потому, что взбитый яичный белок вполне может выполнить функцию разрыхлителя. Кстати, о маффинах. В чем разница? Капкейк или маффин? Маффины – это тоже маленькие пирожные, но они могут быть и не сладкими. Также маффины отличаются от капкейков видом разрыхлителя. Для выпечки английских маффинов используют дрожжевое сдобное тесто, а для американских в тесто кладут разрыхлитель или пищевую соду. Капкейки же обычно поднимаются и держат форму в процессе выпечки за счет взбитых яичных белков. Посмотрите, какие они мягкие и пышные, наши капкейки. После того, как они остынут, их можно будет покрыть глазурью, кондитерским кремом или другими украшениями для торта. Но я в этот раз их украшать не буду. Хочу насладиться вкусом настоящего шоколадного бисквита в виде маленького аппетитного кекса или капкейка.
Подробный рецепт шоколадных капкейков вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. А у меня пока все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Вкусных впечатлений, друзья!